Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро на любовь, на отношения, мысли, чувства, планы, действия, на что он отважится ради вас в вашем отношении или в ваших отношениях. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на своего мужчину. Этот расклад Таро сегодня для женщин. Ну, мужчины могут посмотреть на ситуацию со своей стороны и получить для себя некие, возможно, подсказки, советы, инсайты, ну и так далее. Давайте посмотрим, какая ситуация у вас в ваших отношениях сейчас происходит. Ну, а здесь как бы попытка объединиться, да, и даже не сколько объединиться, сколько инициировать что-то, да. Смотрите, эта карта обычно о необходимости что-то активировать. То есть вы, ну вот какая ситуация, ну вы как будто бы влияете друг на друга и пытаетесь активировать что-то в отношениях. Не знаю, может быть привлечь внимание, может быть чувства и так далее. То есть вы пытаетесь именно увидеть или найти в отношениях то, что может эти отношения как-то сделать более эффективными или активными. Вот так вот. Ну да, вот то, что я говорил. Как будто бы вы хотите объединиться, способность к объединению, да, или возможность объединения, воздушные мосты, да, или небесные мосты. А здесь как будто бы вы хотите сшить реальность, да, но здесь больше вы ищете, с помощью чего вы можете быть, ну, более близкими друг к другу или более едиными. Женщина здесь очень активная в этих отношениях. И ну, это космическая утроба или космическая матка. Здесь женское бессознательное или женское космическое или женская магия, она решает. То есть, чья бы эта магия ни была, ваша или чья-то чужая, но вдруг у вас есть соперница, да, и вы понимаете, что вашей магии меньше, а ее магии больше, тогда, соответственно, в центре ситуации женская, давайте так, в центре ситуация женская магия, женская энергетика. Ну и смотрите, женщина здесь, ну как бы, в чем ее плюсы? В том, что ее женская энергия здесь играет решающую роль. Не мужская, а именно женская. Ну и такое ощущение здесь, вот, что весь этот процесс в отношениях у вас достаточно такой необычный, творческий, веселый, нестандартный, да, то есть происходят какие-то такие вот ситуации, хоть стой, хоть падай, хоть смейся, хоть плачь, да, вот так. То есть вам не скучно в этом процессе. Но здесь, знаете как, с одной стороны вы ищете правду и ее не знаете. То есть или вы не можете посмотреть правде в глаза, или вы за вот этим вот эта вот карта, она единственная, как бы, она не стандарт, ну, как бы, она необычная очень. То есть если все вот эти вот карты, они более-менее, ну, как имеют эзотерический подтекст, то, что происходит, оно никак не вплетается в эзотерику, в магию, в мистику, в энергетике, да, то есть все это настолько как-то беззаботно, что некой правды
вы не замечаете. То есть, может быть, вы осознанно это делаете, не замечаете чего-то очевидного, да, вот, например, ну, не знаю, ну, к примеру, разницы в возрасте, например, да, и она играет роль. Это я привожу пример, это не обязательно здесь так. То есть вы на что-то как будто бы закрываете глаза, но таким образом вы как бы скрываете правду от себя или от вашего партнера, или партнер от вас. То есть вы чего-то пытаетесь не заметить и, знаете, как бы обыграть таким образом, что это какая-то или шутка, или это не имеет значения, но оно, скорее всего, имеет значение. Хорошо. Давайте так посмотрим. Это вот, знаете, карта, она больше о каких-то возможностях. На что способен ваш мужчина по отношению к вам? Вот так. Ух ты, здесь сами догадайтесь с одного раза, да. Может подложить свинью, будьте осторожны, да. Но это не самый чистый аркан, да, и не самый чистый ход. То есть, действительно, здесь вот это око, нужно присматриваться, действительно, на что способен ваш человек. Поэтому давайте так. Карты как будто бы предупреждают вас о том, что ваш партнер должен быть подвергнут более внимательному изучению, анализу. Почему? Потому что свинья часто говорит о чем-то нечистом. Что ваш партнер по вот этой карте считает связующим элементом вас и его в этих отношениях? Связующий элемент. Солнце есть здесь энергия. Давайте так скажу. Пока что, по мнению партнера, вас объединяют светлые силы. Силы света, добра, ангелы. Мужское желание. То есть мужчина считает, что его желание, его эго, оно решает. Но мы изначально увидели женскую энергетику. И вот теперь давайте посмотрим. Женская энергетика, какую роль она играет, помимо того, что я сказал, что женская магия, да, или женская энергетика играет ключевую роль. Так вот, давайте посмотрим, какую ключевую роль играет женская магия, энергия по сравнению с ключевой ролью мужской. А мужская здесь ключевая, Солнце. Ну, смотрите, здесь действительно играет большую роль женская космическая эта энергия, да. И это энергия терпеливости, неторопливости, выносливости и умения защищать, может быть, сохранять, оберегать, и это еще и мудрость. Поэтому, да, действительно, женской энергии тут достаточно много, она достаточно сильная, но неспешная, а главное мудрая. Хорошо, давайте вот это представление посмотрим. Оно помогает, вот это вот шоу, элементы какого-то, ну, как бы это, сейчас я скажу, на что это похоже больше здесь, эпатажа. Эпатаж почему-то у меня идет и все. Давайте, помогает ли вам эпатаж или провокация? Помогает ли вам креатив и обесценивание чего-то или непринимание во внимание явно ярко выраженного какого-то момента? Помогает или нет? А карта такая, она не самая плохая. Маг выпадает. Помогает ли? Возможно, она укрепляет магию и мужскую, и женскую. Но способности мужчины этот эпатаж и эта провокация явно усиливает. Усиливает ли это женскую магию? Да, возможно. Я скажу так.
возможно, этот эпатаж и эта провокация вам помогает обоим для энергетики мужской и женской, но все равно какой-то мудрости вы не, ну, как бы вы ее постоянно нивелируете, да, или какую-то ну, может быть, вы не замечаете еще какой-то мистического момента какого-то. Давайте смотреть, чего вы не замечаете вообще. Да вы не замечаете все равно. Есть выбор, есть лучший вариант какой-то. То есть вы не замечаете лучшего варианта вот в этой ситуации. Или не делаете правильный выбор. Не находите правильный выбор, правильного решения и так далее. Окей. Давайте тогда посмотрим. Если от мужчины можно ожидать какой-то свиньи, то в чем может выражаться эта свинья? Ну, во-первых, он может обесценивать отношения. Surrenders – это такая как бы легкость, отречение, невинность. Вот. То есть он может не ценить то, что имеет. И может относиться к тому, что происходит между вами, легкомысленно. Ну, пока так. В чем сила этого мужчины? В чем его мужская суть и мужская энергия, да? Сильная сторона. Но он умеет тоже не торопиться. Этот человек может дать подумать, то есть он медлителен, но эта медлительность ему не вредит. То есть он не вспыльчив, и он хорошо подумает, но, скорее всего, прежде чем что-то сделает. То есть это его сильная сторона. Давайте спросим вот здесь. Его медлительность, она насколько медлительна, да, то есть сколько приблизительно по времени вам придется вызревать, или ему придется вызревать, да, ему, ну, вам, вашим отношениям. Ну, это карта необычности. Но это может затянуться и надолго, а может произойти достаточно быстро. Пока оно будет вызревать до тех пор, пока вы как бы не притретесь и не привыкнете. Это необычная ситуация, какая-то необыкновенность. То есть ваши отношения будут вызревать до тех пор, пока они не притрутся, и вы не будете более обыденно смотреть на вещи. Возможно, вот эта карта необыденности какой-то, да. Ну, может быть, вам действительно этого много. Вот этой карты много. То есть много креатива, много каких-то необычных проявлений вашего характера, его поведения и так далее. Хорошо, что необычного здесь? Давайте смотреть. Что здесь необычного, вот эти три карты? Ну, здесь как будто бы или падший ангел, да, идет с одной стороны, с другой стороны духовная нарколепсия. Не знаю, вы, скорее всего, здесь, вот почему-то мне сейчас открывается этот момент, вы либо или сильно одухотворяете эти отношения, ну там делаете их очень духовными, либо наоборот все скатывается в материализацию, то есть, условно говоря, переводите все либо в деньги, либо что-то священное, да, то есть где-то какой-то середины здесь не хватает. Ну, например, вы два, к примеру, художника, да, и живете вот чисто таким миром художеств, а все остальное у вас не имеет значения. Значит, соответственно, духовная часть, да, где-то у вас более выражена. Ну, или наоборот, у вас все упирается в материальное, там, ну, к примеру, не купил он вам, например, цветы, да, там, или еще где-нибудь пожадничал, как вариант. Или человек не работает, например, или, ну, не щедрый человек.
примеру, да, или у вас цели, допустим, у него там яхта, да, или там дача где-то, а у вас, ну, дом, квартира, ну, другие приоритеты в материальном. Какой шанс вы упускаете постоянно, да, вот не замечаете? Вариант какой? Действительно, у вас есть... вы упускаете шанс завершить completion, да, завершение. И вот тут вот тоже прячется в этой карте. Здесь выбор направления, да, перекресток, развилка. А здесь как бы завершение варианта, да, и переход к какому-то другому варианту. Или упущенная возможность, да. То есть вы действительно утрачиваете возможность воспользоваться возможностью, да, или закрыть какие-то двери, да, то есть закрыть что-то или проскочить, как вот здесь, да, как вот здесь. Хорошо. Давайте спрашивать такой вариант. Готов ли он вас терять? Ну что все-таки это, знаете, как избавление какое-то, да, идет. Готов ли он вас потерять? Нет, пока не готов. Котел. А сколько он готов ждать? Сколько он готов ждать? То есть мы здесь посмотрели, до каких пор это будет продолжаться, а именно его вызревание. Сколько будет тянуться? Но не меньше года. Цикл должен закрыться. Но смотрите, либо он до конца года все закроет. Вот, ну, к примеру, сейчас у нас 27 декабря, да, и он за 4 дня все закроет. А если он за 4 дня не закроет, то у вас еще год в запасе. Ну, слышите это. Что необычное, по его мнению, должно произойти, что может, ну, как бы ускорить процесс. Но если он почувствует, что он теряет контроль, ну или это паучья магия необычная, но вы ее тогда должны заметить. Либо он будет чувствовать, что он теряет контроль. Ну, в крайнем случае, вообще паук – это иногда и женская карта. Может быть, вы будете чувствовать, что вы теряете контроль. То есть, по сути, он где-то потеряет контроль. В чем, с чем это будет связано? Ну, это общий расклад. Это может быть самообладание. Может быть, он будет волноваться сильнее обычного. Может быть, он будет, наоборот, психовать, да, то есть именно агрессивный будет становиться. Может быть, он будет чувствовать, что внутри он теряет контроль. Что явно ухудшает ваши отношения? Торопливость, суетливость, скатывание отношений в плоскость материального. Вам лучше поддерживать с небольшим вам лучше поддерживать эти отношения с легким перекосом или с легким таким вектором в духовное, а материальное вам действительно будет мешать. И где-то может быть, ну вот этот старик – это всегда целитель, всегда мудрец, то есть человек, который обладает энергией здоровья, долголетия. Ну, может быть, действительно здесь возраст имеет значение. Имеет значение, но его как-то нужно обыгрывать не так, ну, может быть, с меньшей нагрузкой, как говорится, да. То есть вопрос возраста в ваших отношениях, либо разницы в возрасте в ваших отношениях, должен обыгрываться гораздо более лайтово или легко, или более мудро. То есть время, возраст и разница в возрасте должна быть под особым вниманием или, ну, подвержена особому специальному алгоритму, да, вот так, какой-то специальной процедуре. Какая возможность у него есть для вас, что он может вам открыть или не упустить в своей реализации?
Тайна. Все его способности, которые мы сейчас пытаемся увидеть, они вообще хранятся в тайне. То есть мы не можем это увидеть, мы не можем это озвучить. Это должно остаться пока в тайне, и он не хочет открывать всех своих способностей, поэтому этот человек намного более развит энергетически, более богат, чем вы замечаете, да, сейчас. А вы реально пока не о всем догадываетесь. Много чего еще в тени. Хорошо. Хочет ли он быть вместе? Именно вместе, или насколько он хочет быть вместе? Но тут смотрите, здесь идет трансмутация болезненных ощущений. Он хочет быть вместе, но вопрос объединения для него на данный момент болезненный. И когда эта болезненность перейдет в какое-то другое ощущение, тогда он будет готов. Поэтому хочет ли он объединения? Пока не готов. Хорошо, давайте тогда спросим, готов ли он, это как бы в общем котле, да, в общем быть вместе. Готов ли он вам дарить кольцо или предложить бракосочетание? Но смотрите, здесь еще идет трансмутация боли. Вряд ли он будет готов, но тем не менее мы смотрим, давайте смотреть. Готов ли он вам, или повторно сделать предложение, да? Или не повторно сделать предложение, а еще раз дать шанс или дать возможность. С другой стороны, вы можете посмотреть, вам давать ему возможность и шансы или нет. Да, это сеть готовится, то есть это процесс приготовления сети, это объединение. Да, ответ да, положительный. И смотрите, у нас здесь Netcaster, да, плетущий сети, да, и здесь сеть. Давайте посмотрим, какой или какими он видит отношения с вами в будущем. На будущее смотрим. Но то, что я говорил, вы еще не притерлись, это карта адаптивности, и вы должны приспособиться. То есть он видит и допускает, что ваши отношения могут быть приспосабливаемые друг к другу. То есть он допускает, что вы можете притереться друг к другу. Давайте спросим, видит ли он ваши отношения как отношения родственных душ? Да, в парадигме его мира такая модель отношений присутствует, то есть он понимает, что такое может быть. И да, здесь такая таинственная матрица, да, то есть или галактический гриб. Да, ответ да, ответ положительный, то есть он допускает, что вы как споры одного гриба, да, то есть можете дать какую-то грибницу, да, вот так. Что скрывает от вас этот человек? Его скрытые тайны, да, так сказать. Он скрывает от вас новые начала, новые эмоции, новые чувства. В нем они вызревают сейчас, вот как споры, да, посеянные уже. И должен создаться такой микроклимат, где есть влажность, да, и где есть определенная температура, там не больше, там, допустим, 18, например, градусов, да, и не ниже 5, да. Лучше всего 7-8, вот так, да. Для грибов 10. И то есть ситуация такая, что он скрывает от вас новые растущие чувства, переживания, бессознательные какие-то проявления. Но он их открывать не хочет. Луна, Moon Maiden. Но и он же еще точно так же присматривается к вам, как и вы к нему. Почему на него выпадает свинья? Свинья – это темная карта. А темная карта – это страх и опасения. Поэтому человек не может так защищаться. Но и точно так же по свинье он может не доверять вам.
понимаете? То есть свинья это не обязательно плохая карта, это не обязательно о магии на нем, да, или вообще о какой-то плохой ситуации. Это о чем-то, что вы еще не понимаете друг в друге, да, или расцениваете то, что не понимаете, как что-то плохое, но не обязательно может быть плохим. Для вас это может казаться плохим, а для партнера это может быть очень неплохо даже, да. Хорошо, давайте смотреть, что в нем сейчас зарождается по отношению к вам. Что-то очень большое, важное, и то, что может стать целью и ориентиром на будущее между вами. Ну и также в нем растет интерес, растет важность этих событий, и растет потенциал. Сами понимаете, какой. Хорошо. Давайте дальше спрашивать. На чем он сейчас стоит в этих отношениях? Мы сейчас читаем эти карты наоборот, в обратную сторону. Или в чем заключается, по его мнению, основа и фундамент, матрица ваших отношений? Ну, здесь просто сегодня великолепный расклад. Почему? Потому что айсберг, он сам понимает только часть, а вот ту часть, которую он вытесняет, или ту часть, которую он не раскрывает, или ту часть, которую он еще сам в себе не понимает, она в нем пока что вызревает. Поэтому в чем фундамент? Фундамент в бесконечных чувствах или в огромном количестве чувств, которые настоящий партнер еще пока не готов открыть к вам. То есть там чувства за горизонт, но они все, ну, основная их масса заморожена. Вот так вот интересно. Или охлаждена. Стоп. Может ли быть на этом мужчине остуда? К сожалению, да. Я вам объясню почему. Вот она, космическая матка, особенно если у него есть дети, особенно если он разошелся, ну и вы знаете, что может быть супруга такая была, да, там, или соперница ваша, что могла напортить что-то, потому что здесь центральная карта имеет большое значение, женская энергия, а магия здесь, она мужская, она может быть и на мужчине, ну и по сути на нем, да, и как бы она уже таинственным образом постоянно закрывает перед вами двери. Мужчина это может чувствовать, но об этом не говорить вам. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Что необычное, он готов вам приоткрыть. Он может приоткрыть вам свою историю, свою судьбу, свою историю успеха и поражений, да, вот успеха, удачи, неудач, и он может вам открыть совместное будущее, но над этим стоит сперва, сначала поработать, потому что выковать подкову вам еще, возможно, предстоит вместе. На что он явно не готов и что он отрицает в отношениях, чего бы ему не хотелось в ваших отношениях. Он не хотел бы иллюзий, розовых пони, единорогов. Он бы не хотел, чтобы он был жертвой 100%, ну и, возможно, не хотел бы ваших жертв каких-то. Вот еще раз спросим, что вы явно упускаете в этих отношениях оба, вдвоем? Что упускаете? Упускаете, возможно, возможность бросить вызов, но не друг другу, а бросить вызов рискам каким-то или трудностям. И вы упускаете риск. Упускаете. А нужно ли вам рисковать? Давайте смотреть. Нужно ли вам рисковать? Да, но лучше рисковать вместе. Если вы объединитесь и рискнете вдвоем, то шансов на успех, который связан с этими рисками, повышается. Да? То есть не риски повышаются, а успех, связанный с рисками, повышается. Что он видит во сне, когда закрывает глаза, и это связано с вами? Или какие сны, связанные с вами, он видит? Он видит, смотрите, это пустое колесо, да, или колесо опустошения, но
это спираль такая, да, спираль перезагрузки матрицы судьбы, условно говоря. Он видит вас во сне, что вы знакомы и что вы в прошлой жизни, возможно, либо знали друг друга, либо вы были родственными душами. Отсюда и мотив родственных душ, где он живет в матрице его подсознания, да, то есть, у него есть какой-то дежавю по отношению к вам, что вы знакомы, и что где-то в прошлой жизни вы уже были знакомы. Судьба ли вам быть вместе? Давайте спросим эту подкову. Вот эту. Да, если ваш разум и подсознание объединится с его разумом и подсознанием. Можно ли здесь задействовать магию? В принципе, да. Тут можно и техники, и практики, и магию тоже задействовать. Что он от вас скрывает, но вот он хотел бы, чтобы это было табу. То табу, которое он скрывает от вас. Но тут что-то связано с прошлым, с вечностью, с бесконечностью и с какой-то мудростью. Давайте так скажу. Он скрывает какое-то ощущение, о котором либо боится признаться самому себе, и в том числе, если он себе боится признаться, то, возможно, этот человек намного более прагматичный, но то, что вас объединило, поселило в нем какое-то или ощущение, или осознание, что все это не просто так. И он из прагматика, превращается в какого-то теоретика, философа, мечтателя, эзотерика, вот так вот, да. Из материалиста он медленно трансформируется, и какая-то мудрость времени в нем, может быть, это какой-то ген, может быть, это какой-то прошлый опыт отношений срабатывает у него. Но, опять-таки, вот эта карта и вот эта, они союзные. Эта карта союзная. А это как бы тоже карта союзная, она о группе, об объединении. Поэтому все 4 карты дают группу, и давайте посмотрим. Что важное он для вас приберег. Как подарочек под елку или на Новый год, да, вот так. Он приберег для вас отношения с чистого листа, где вы и он осознанно будете готовы начать все заново, предварительно избавившись от всей скверны прошлого, которая может теоретически мешать вам начать с этим человеком новую жизнь. Какая эта жизнь будет у вас? Голос кита или резонансная, то есть это жизнь, где ваши души, ваши сердца будут вибрировать в унисон. И главным камертоном этих отношений, этой жизни будут чувства, которые наконец-то оттают и вынесут на поверхность все скрытое, но вы не будете бояться этого скрытого, ни своего, ни скрытого вашего партнера, потому что вы будете слышать голоса друг друга, не говоря ни слова, и эти голоса будут вам напоминать о прошлом, позволяя ловить в кайф в настоящем и переносить эти волны ощущений в будущее, позволяя безбрежному океану вашей любви быть тихим, спокойним і безконечно щасливим. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. Па-па.